Девочка по имени Диана училась в 1 классе во Франции. Она была очень милой и доброй девочкой, всегда радующей своих родителей своими успехами и хорошими манерами. Каждый день, когда она приходила домой, ее родители с гордостью слушали о ее школьных приключениях, новых друзьях и интересных уроках. Диана любила рисовать и часто показывала родителям свои творения, которые она создавала на уроках искусства. Однако в последнее время что-то изменилось. Диана начала приходить домой с синяками на руках и ногах. Сначала родители решили, что это просто случайные травмы, но со временем их стало слишком много, и они начали беспокоиться. Однажды вечером, когда Диана пришла домой с очередным синяком на щеке, ее мама, не в силах больше терпеть, спросила: «Дорогая, что с тобой происходит? Почему у тебя так много синяков?» Но Диана, сжимая кулачки и избегая взгляда родителей, ответила, что все в порядке и не знает, откуда у нее эти синяки. Ее уверения не успокоили родителей, и они решили, что нужно разобраться в этом вопросе более серьезно. На следующий день они обратились к директору школы. Директор, будучи озадаченным этим вопросом, пообещал провести расследование. Он решил проверить записи с камер видеонаблюдения, установленных в школе. Когда видео было просмотрено, все, кто его видел, испытали шок и ужас. На записи было видно, как учительница Дианы выводила ее в коридор, ставила к стене и била ее. Родители, увидев это, не могли поверить своим глазам. Их дочь, которую они считали счастливой, подвергалась насилию от человека, которому доверяли. Собравшись с мыслями, они немедленно обратились в полицию и написали заявление на учительницу. Волнение и гнев переполняли их, но они знали, что должны защитить свою дочь. Теперь учительнице грозило уголовное наказание, и родители Дианы надеялись, что справедливость восторжествует. Они также решили обратиться за помощью к психологу, чтобы Диана могла поделиться своими переживаниями и начать процесс восстановления. Диана, узнав о действиях своих родителей, почувствовала себя защищенной. Она понимала, что теперь ее голос был услышан, и что она больше не одна. Ее родители стали для нее опорой, и вместе они начали преодолевать этот трудный период. Хотя впереди их ждал долгий путь к восстановлению, они знали, что вместе смогут справиться со всем. Диана вновь начала посещать занятия, но теперь с поддержкой психолога, который помогал ей справляться с эмоциями и восстанавливать уверенность в себе. Постепенно она начала возвращаться к своим любимым занятиям рисованию и общению с друзьями, и ее жизнь снова наполнилась радостью и светом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.